Деталь верха. Мы свяжем вот такую деталь верха. Я ее вяжу на свой размер. Вязала образец и посчитала, сколько мне нужно на мой размер. В данном случае здесь у меня набрано 18 воздушных петель, 17 рабочих, 1 петля подъема, что соответствует 18 сантиметров, то, что мне и надо. Учитывая то, что боковые столбики и петли у меня уйдут на подшив и для плотности, да, то, что имеется в виду, что все равно трикотажка будет растягиваться. 18, и здесь сверху мне нужно было 11 по полуобхвату носочной части. Собственно говоря, у меня как бы 11 есть. Здесь набрано, как уже сказала, 17 рабочих петель плюс 1 петля подъема. И заканчиваю я 11 столбиками без накида. И по ширине, тут по высоте, вернее, у меня она получается 10 сантиметров, что вполне хорошо смотрится на подошве при присоединении. Допустим, если вот присоединять буду вот так. Очень хорошо, нормально смотрится по размеру. Так, приступим к вязанию. Значит, что я здесь использую? Трикотажную пряжу, так же, как и на стельках, изнаночные нарезки. Производитель тот же Cotton, Yarn Cotton, она в Instagram, Cotton Wildberries. Есть у меня на канале ссылка на этот канал. И ссылочки вы найдете в инфобоксе. Для детали верха я использую крючок 5,5. И начинаю набор из 18 воздушных петель. Набор обычный, ничего эксклюзивного. Первая набранная петля, я уже считаю ее рабочей петлей. И набираю обычный набор воздушной цепочки, которая будет состоять из 18 петель. Цепочку из 18 петель я набрала. Теперь переворачиваю изделие. Вот здесь у меня есть изнаночные перемычки. Вот здесь лицевые перемычки, да, вот из чего косичка состоит. А переворачиваю, и здесь изнаночные. И начинаю вязание со второй изнаночной перемычки. То есть ввожу крючок во вторую изнаночную перемычку. Захватываю нить, вытягиваю ее. На крючке 2 петли. Захватываю нить и протягиваю, тем самым сформировав столбик без накида. Такими столбиками без накида за изнаночную перемычку я вяжу до конца ряда. Заканчиваю ряд также столбиком без накида в последнюю перемычку. На ней и остановлюсь. Это будет первый вспомогательный ряд данного узора. Первый ряд готов. Закончила столбиком без накида в последнюю перемычку. Сделала воздушную петлю подъема. Переворачиваю изделие. В первую перемычку вот сюда провязываю соединительный столбик. Ввожу крючок, захватываю ниточку, вытягиваю ее и сразу же протягиваю ее через петлю на крючке. Соединительный столбик. Далее делаю накид на крючок. Ввожу крючок во вторую перемычку, вытягиваю нить. Захватываю нить, протягиваю ее через одну петлю на крючке из 3. Делаю накид. Завожу крючок в ту же самую перемычку, вытягиваю нить. На крючке 5 петель. Захватываю нить и протягиваю ее через все 5 петель. В следующую перемычку
ввожу крючок и провязываю столбик соединительный. То есть вытягиваю нить и сразу ее протягиваю через петлю на крючке. Далее повторяю с накидом. 1 петля на крючке из 3 провязывается. На крючке опять 3 петли. Делаю накид, ввожу крючок в ту же перемычку, вытягиваю нить, на крючке 5 петель. Захватываю нить и протягиваю ее через все 5 петель. Далее в следующую перемычку соединительный столбик. Так вяжу до конца ряда. Продолжаю. 1 петля, накид, вытягиваю 5 петель, захватываю нить, все 5 петель провязываю, в следующую перемычку соединительный столбик. И так до конца ряда. Вот у меня остается последняя петелька. Я связала комплекс из столбиков с накидом и заканчиваю ряд соединительным столбиком в последнюю петлю и провязываю воздушную петлю подъема. Перехожу на второй ряд. Этот узор состоит из 2 рядов. Первый ряд является вспомогательным, и дальше мы повторяем 2 ряда. Вот второй ряд самого рисунка после воздушной петли я провязываю столбик без накида. Столбик без накида. Далее в следующую перемычку вяжу соединительный столбик. Продолжаю столбиком без накида, соединительным столбиком. Здесь, что самое главное, не потерять вот эти вот косички наши, да? Провязать все до конца. Таким образом, до конца ряда чередую столбик без накида с соединительным столбиком. Столбик без накида, соединительный столбик до конца ряда. И заканчиваю ряд столбиком без накида. Вот последняя петля, ее 2 перемычки. Сюда провязываю столбик без накида и делаю воздушную петлю подъема. Перехожу на 4-й ряд. В 4-м ряду начинаю формировать убавки. Как таковых убавок я делать не буду, потому что узор сам по себе объемный, узловой. И если еще здесь добавлять какие-то убавки, то будет как бы... Ну, я попробовала, получается дополнительное уплотнение. Это не очень красиво, не очень удобно, поэтому убавки буду делать так. По рисунку я должна в первую перемычку провязать соединительный столбик. Вот сюда. Я буду вязать его не в первую перемычку, а во вторую перемычку. Соединительный столбик провязываю. И далее продолжаю вязать основные вот комплексы со столбиками с накидом, так же, как и во втором ряду нашего полотна или в первом ряду рисунка. И далее соединительный столбик. Дальше опять комплекс со столбиками с накидом и соединительный столбик. В общем, продолжаю таким же образом до конца ряда. И в конце ряда
После комплекса столбиков с накидом я должна провязать соединительный столбик. У меня остается 2 петли. Здесь я тоже должна сделать убавку. Поэтому я провязываю соединительный столбик в последнюю петлю, минуя предпоследнюю. И делаю воздушную петлю. Убавка готова. 4-й ряд готов. Следующий ряд я вяжу в первую перемычку столбик без накида. Далее продолжаю соединительным столбиком, столбик без накида, соединительный столбик, и так до конца ряда. В конце ряда в последнюю петлю провязываю столбик без накида и воздушную петлю подъема. Переворачиваю изделие. И следующий 6-й ряд я также формирую убавки. Поэтому по рисунку я должна связать столбик соединительный в первую перемычку, но я буду вязать его во вторую перемычку. Соединительный столбик. И далее по рисунку первого ряда этого узора комплекс со столбиками с накидом и соединительный столбик. Далее комплекс со столбиками с накидом и соединительный столбик. Так до конца ряда. В конце ряда вот этот комплекс со столбиками у нас будет в 3-й от конца петле. Чтобы нам сделать убавку, мы пропускаем 2-ю от конца и провязываем столбик соединительный в последнюю петельку. Тем самым формируем убавку с обратной стороны детали верха. Так, готов. Соединительный столбик провязали в последнюю петлю, сделали воздушную петлю подъема. Перехожу на следующий ряд. Здесь вяжу так же, как и предыдущий. В первую перемычку столбик без накида. Далее соединительный столбик. Столбик без накида. Соединительный столбик. И так до конца ряда. Заканчиваю ряд столбиком без накида. И делаю воздушную петлю подъема. Перехожу на следующий ряд. В следующем ряду проделываю ту же самую манипуляцию по убавкам. То есть провязываю соединительный столбик не в первую перемычку, а в следующую. Соединительный столбик. И наши столбики с накидом. И соединительный столбик вновь. Так до конца ряда. В конце ряда встретимся. Провязываю соединительный столбик в последнюю петлю. И делаю воздушную петлю подъема. Ряд закончен. Я подошла к концу. Теперь для красивого оформления, так же как у нас был здесь вот начальный ряд, я сделаю завершающий ряд, то есть просто провяжу ряд столбиками без накида в каждую перемычку.
Тем самым я закрываю деталь изделия. По вашим размерам смотрите, делайте расчет. Можно в каком-то ряду упустить убавки. Тем самым, если у вас размер гораздо больше, чем мой, вам нужно будет увеличивать деталь верха. Ну и, соответственно, уменьшать количество убавок. Вторая деталь верха готова. Вот их две. Отрезаю нить. Вот. Ну и приступим к соединению. Кто еще не видел вязание стелек и соединение их в подошву именно к этим тапочкам, к которым я вяжу вот эту деталь верха, можете посмотреть в плейлисте «Стельки крючком». Готова деталь верха. Вот это вот хвостик, вот этот, последняя петелька, которую я провязала. Я не делаю здесь воздушную петлю, еще одну. Я просто-напросто закрепляю эту нить таким образом. В эту же петлю, откуда выходит хвостик, ввожу крючок. Ввожу крючок в следующую, ниже лежащую петельку. Захватываю эту нить и вытягиваю ее. Тем самым я ее закрепила. Все рекомендации по детали верха, по удлинению, по, допустим, уширению, в общем, все рекомендации, моменты я сниму отдельное видео по этой детальке, и вы сможете ее посмотреть. Она будет либо вот здесь в подсказках, появится как восклицательный знак у видео, либо я оставлю ссылочку внизу в инфобоксе. Покажу вам примеры увеличения длины и в соответствии с убавками. Посмотрите потом. В общем, давайте приступим к присоединению. У нас есть две стельки, соединенные по центру в подошву. И я буду присоединять деталь верха, сразу соединяя эти две стелечки по канту в подошву. На видео со стельками я показывала сразу соединение для примера, если вы вдруг будете вязать другую модель верха. А в этом видео с деталью верха по мастер-классу я присоединяю сразу. Для того, чтобы нам присоединить деталь верха к стелечке, к подошве, нам нужно, значит, высчитать. Не высчитать, а просто вспомнить, сколько рядов мы здесь провязали. От этого будет зависеть место крепления. Ну, количество петель, количество косичек по бокам, чтобы мы отсчитали ровный пролет. Да? Во-первых, здесь у нас получается так, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 рядов. Но у нас есть еще наборный ряд. То есть, как бы укреплять лучше за наборный ряд начинать. То есть, будем исходить из того, что у нас 10 петель, 10, вернее, рядов. То есть, 10 петелек мы должны присоединить здесь. Выбираем место, с которого мы начнем присоединять. Да? Выбираем тут по модельке, в зависимости от того, кому как нравится носочек, чтобы сильно торчал или наоборот, чтобы был спрятан. От этого, соответственно, зависит длина конечная. Отсчитываем 10 косичек и ставим маркеры вот здесь. То есть 4 маркера расставляем по размерам, которые нам нужны. Пометили маркерами места присоединения
наши детальки. И начнем с обвязки. С пятки я не начинаю. Поясняла это в видео по стелечкам. Начинаю я с нижней стороны. Ввожу крючок где-то сбоку. Да? Ввожу крючок за крайнюю дужку и за 2 дужки верхней стельки. Протягиваю ниточку, оставляю небольшой хвостик, 7-10 сантиметров вполне достаточно. И начинаю обвязку. Ввожу крючок за крайнюю дужку, так же как в видео по стелькам. У верхней стельки за 2 дужки захватываю ниточку и вытягиваю ее на сторону крючка. Вот так. Соединительными столбиками обвязываю подошву. Не затягиваю сильно. Все объяснения я давала в видео по стелечке. Не надо затягивать. Так, ввожу крючок и обвязываю до места присоединения, где у меня стоит маркер. Встретимся здесь. Приблизилась к месту маркера. Беру деталь верха. Вот у меня последняя петелька. Ну, тут была, по идее, первая. Ввожу крючок. Вот за эту перемычку. Я должна буду ввести крючок. Беру подошву. Вывожу крючок, как при сшивании, при соединении подошвы. Убираю маркер и беру деталь верха. Ввожу крючок за перемычку в детали верха, захватываю рабочую нить и протягиваю ее через перемычку детали верха и через обе перемычки своей подошвы. Вывожу крючок и делаю столбик. Здесь не надо очень сильно затягивать. То есть вот видите, вот у нас получилась вот эта вот перемычка нашего соединения. Если вы будете сильно подтягивать, стянется сама стелька вот здесь. Это будет не очень красиво. Здесь нужно будет расслабить. И дальше продолжаю. Опять ввожу крючок. Не забываем, чтобы вот эти косички окантовочные были ровненькие. То есть следим еще и за этим. Ввожу крючок за 3 перемычки. Затем вот у нас петля подъема первого ряда. Завожу за эту перемычку. Также захватываю ниточку и протягиваю петлю через все перемычки. Вывожу на стельку. Далее повторяю также. Следующую перемычку ввожу на детали верха. Также захватываю нить и вывожу на подошву. Дальше продолжаю. Следующая перемычка. Это у нас получается 3-го ряда. Вывожу. И так продолжаю до конца детали верха. То есть до маркера. У нас все должно сойтись на маркере, где мы просчитали и обозначили место стыковки. Детали верха и подошвы. Провяжу до конца и встретимся с вами. Привязка первой половинки. Вот получилась, как она.
Вот получился бортик. Если вы вяжете монотонной нитью, то есть одинаковой, вот так вот это все будет выглядеть. Вот так выглядит бачок нашей стельки. Вот такой вот. Продолжаем дальше провязывать подошву и привязывать часть, деталь верха. Здесь у нас мысочек. Продолжаем так же, как и по всей подошве. Хвостики вот эти вот мы потом с вами спрячем. Не переживайте, все спрячется, все покажу, как делать. Продолжаем вязание до нового начала. Приблизилась к присоединению. Убираю маркер. Ввожу крючок, как обычно, при обвязывании. И вот у меня первая петелька. Я завожу крючок сюда. И дальше продолжаю соединять так же, как и первую часть. Вот у меня перемычка. Перемычка. Лучше, конечно, взять одну, а не две. Вот, все равно попала на две. Тут две просто нити. Лучше взяться за одну. Потому что дополнительный объем опять же будет. Он нам ни к чему. И продолжаю также соединение до следующего маркера. И подошла к последнему маркеру. Также ввожу. Вот последняя петелька. Я возьму вот за эту дужку. Можно даже вот так. Захватываю нить и вытягиваю ее. Здесь лучше поправить. И провязываю соединительный столбик. Продолжаю до конца подошвы, то есть до начала, там, где мы начали ее соединять. Приближаюсь к этому месту. И вот у меня вот эта петелька, первая моя и последняя. Обрезаю нить. Сейчас будем красиво закрывать ряд. Более подробно я показывала это в мастер-классе по стельке и соединению. Делаю фальш-петлю и увожу ее. Вот сюда. И здесь можно вывести ее, даже вот сюда я ее вывожу, да. Все. Завязываю узелок. Здесь ничего не нарушилось. И увожу ее в подошву. Увожу каким образом, чтобы дополнительно ее закрепить. То есть провела раз. Теперь я ее проведу по рисунку столбика. Выведу на другую подошву. Вот. И на другой подошве уже можно, конечно, еще дополнительно закрепить. То есть по рисунку столбика я ее вывожу и уже прячу. Запрятываю кончик в подошву. Со вторым хвостиком поступаю так же. Так, хвостики, которые у нас остались от части детали верха. То же самое. Я увожу их. Их дополнительно надо будет закрепить, потому что все-таки это деталь верха. Она подвижна будет на растяжку. Повторяю рисунок столбика. Здесь, в частности, на подошве. То есть захватываю, увожу этот хвост в подошву на другую сторону. С другой стороны
Опять же, повторяю рисунок столбика, увожу сюда наизнанку и уже с изнанки прячу в подошву. Вот так. Со вторым хвостиком поступаю точно так же. Деталь верха пришита. Ну и на момент окончания, вот что получилось у нас, давайте посмотрим. Вот такая подошва. Вот такая боковинка. Естественно, отпарить все, просто пропарить утюгом и растянуть, выровнять, и будет все просто прекрасно. Вот что получилось. Но я хочу сделать еще одну обвязку. И у меня осталось вот все, что осталось от моточка. От стандартного мотка трикотажной пряжи. У меня есть похожий цвет, еловый вот такой. И я решила сделать обвязку этим цветом. Вы можете оставить тапочек таким вот, какой он есть. Он вполне аккуратен. Даже вот здесь вот наше пришивание, оно ровненькое, статичное и вполне аккуратное. Так что можно, в принципе, оставить тапочек таким. Но я решила сделать еще обвязку дополнительную другим цветом. Сейчас я вам ее и покажу. Здесь нет ничего сложного. Беру ниточку, беру тапочек, ввожу крючок за крайнюю дужку косички нашей вот этой стельки верхней, которая у нас идет сразу за перемычками. Вот, начинать можете откуда угодно, с той стороны, где вам нравится, со стороны тапочка имею в виду. Вот, завожу крючок, вытягиваю нитку, оставляю хвостик и продолжаю по кругу, по периметру тапочка делать обвязку за крайние дужки косичек соединительными столбиками. Тоже надо смотреть, чтобы они были ровненькие, не затянутые. Здесь не перепутать. Смотрите, у нас вот это вот присоединение, ниточка присоединения, а нам нужна дужка, она вот она. Вытягиваем ее, через нее ниточку и делаем петельку дальше также. И продолжаем по кругу провязывать столбики, соединительные столбики или окантовочные столбики. Вот. Подошла к концу, обрезаю нить, вытягиваю и делаю соединение, как обычно мы делаем, образуя фальш-петлю. Вывожу крючок и завожу ниточку в тот центр косички, откуда она была вытащена. И вывожу ее вот сюда на бок, рядом с тем хвостиком, который здесь есть на боковинке. То есть завожу задушку, затем ввожу крючок в косичку, из которой вытащена ниточка, и возвращаю ее сюда. Подтягиваю ровненько, чтобы все было. И теперь здесь сбоку делаю узелок. Смотрю, чтобы у меня ничего не было нарушено. И увожу их в подошву. Аккуратно, чтобы не было ничего задето, чтобы они не были видны на боковой части. И второй хвостик также, усик.
Вот так вот. Справится и будет все аккуратно. Также хвосты прячу в подошву. Слишком длинные можно обрезать. Они никуда не денутся. Для пущей верности можно их пропустить через шов на другую сторону стельки. И обрезать. Все. Тапочек готов. Все растянуть. Не бойтесь, что потеряет форму. Я обычно всяко растягиваю, деформирую, всяко, чтобы все швы, все петли встали на свое место. Такой так называемый тест-драйв для изделия. Затем я отпариваю, то есть смачиваю горячим паром, утюгом поверхность всю. Снова все подтягиваю, формирую изделие, выравниваю и отправляю на просушку. Вот такие тапочки мы с вами связали. Спасибо вам большое за участие в этом мастер-классе. Спасибо за внимание, за ваши комментарии, которые я увижу, за ваши вопросы, которые я увижу внизу в комментариях. Подписывайтесь на канал. Мне будет очень приятно. Ставьте лайки, сохраняйте, рекомендуйте мой канал, это видео. До новых встреч!